Ну что же, всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Алексей, и вы на канале Scratchvar. В этом видео речь пойдет об удаленных блоках из Scratch. То есть какие-то блоки, например, повернуться на сколько-то градусов, идти вперед, создать список, нет, этого блока нет, задать какое-то значение переменной, Но также когда-то были и другие блоки. Сегодня я о них расскажу. Также для удобства я разобью их на несколько категорий по дате удаления. Ну что же, поехали! Блок BIP или звуковой сигнал – это очень ранняя версия блока «Включить звук». Он может издавать только конкретный звук, а именно нажатие клавиши. И из-за этого был удален уже 28 мая 2005 года, даже до выхода полноценной версии Scratch. Далее на очереди у нас, я думаю, очень полезный блок «Установить растяжение на» и «Изменить растяжение на». Этот блок растягивает спрайт в одну или другую сторону. Очень полезная функция, неизвестно из-за чего ее удалили. Далее идет не такой полезный, но тоже интересный блок «Направьте от края». Он направляет спрайт в противоположную сторону от самого ближнего края сцены. И вот так плавненько мы подошли к последнему блоку, удаленному до версии Scratch 1.0. И это у нас Say Nothing, или не сказать ничего. О нем мы не скажем ничего. Шутка. На самом деле он просто удаляет облачка текста над нашими спрайтами. Вот и все. Почетное место первого упомянутого блока, удаленного в 1.0, в нашем видео занимает «Изменить размытие». Данный блок изменяет размытие спрайта на какое-то значение. Хоть данный блок и удалили, но похожий эффект можно создать с помощью блока «Изменить эффект рыбий глаз». Далее по списку у нас блок типа шапка, когда что-либо верно. Этот блок выполняет скрипт, когда какое-либо условие выполняется. Например, переменная становится равна единице. Вот и закончились блоки, удаленные из версии 1.0. Вот да, так быстро. Последние два блока – это изменить костюм на и изменить фон на. Данные блоки были удалены из версии 1.0, но вновь добавлены в Scratch позже. А мы переходим дальше. И да, наверняка для некоторых стало неожиданностью, что мы переходим не к 2.0, а к 1.2-3. На самом деле, я думаю, многие олды Scratch знают, что у версии 1. Есть еще свои подверсии. Но так как по отдельности там рассматривать практически нечего, объединим их. Итак, первый блок в этой категории – это Comment. И да, действительно, раньше комментарии были реализованы не через выпадающее меню на правой кнопке мыши, а через отдельный блок. Следующий блок на очереди у нас ABS, или, по мнению Яндекс.Переводчика, пресс. Не знаю, чем он руководствовался, когда переводил это название, ну да ладно. Как сообщает ScratchWiki, блок сообщает абсолютное значение аргумента. Честно говоря, не знаю, что это значит, но, возможно, я чего-то не понимаю. Следующий блок, а точнее блоки на очереди, это 9 сенсорных экспериментальных блоков и 13 экспериментальных звуковых блоков. Честно говоря, не смог найти о них никакой полезной информации, так что просто смотрите картинки. Вот еще звуковые, да. Вот.
теперь неолды Scratch могут ликовать, странные версии 1.2-3 закончились, и мы переходим к разработке 2.0 и самой 2.0. И первый блок в данной категории будет Scratch дни или Scratch Days. Он отсчитывает количество дней, прошедших с момента запуска Scratch. Это было 15 мая 2007 года. Впоследствии его заменил блок дни с 2000 года, который намного удобнее. Следующий блок хоть и выглядит прикольно, там как-то Color FX Test, то, что в переводе цветовой тест эффектов. Вот, такое названица интересное. Но на самом деле он ничего не делал. Вот так-то. Он был просто случайно оставлен разработчиками, и потом его удалили. Show монитор и Hide монитор, что в переводе скрыть монитор и показать монитор. Это блоки, которые просто скрывали переменные. Да. Ну и списки. Блок «Начать сцену» или Start Scene просто изменял фон. User ID, в свою очередь, показывал ID пользователя. Ну, ID, типа, не его имя, а его порядковый номер. Да, такой есть. Следующий блок назывался Backdrop, в переводе фон. Он считывал название фона и затем выводил это пользователю. Он был удален, но затем снова добавлен в 3.0. Блок Hide All Sprites, в переводе «скрыть все спрайты», делал ровно то, что на нем написано. Скрывал все спрайты. Далее очень полезные блоки для скроллинга. Ну, то есть прокрутки сцены. Ну, знаете, как во всяких платформерах, когда сцена движется прямо за персонажем. Такая функция должна была быть в 2.2, но, к сожалению, ее почему-то убрали. А жаль, она была удобной. Блок All on Once, или в переводе «все вместе», делал все то же самое, что сейчас делает функция с встроенной функцией запускать без обновления экрана. А именно запускал все блоки одновременно. Далее идут так называемые MIDI-блоки. Они использовались предположительно для более удобной работы со звуками, но из-за чрезмерной сложности и использования в них языка Java их удалили. Но впоследствии добавили в дополнениях. Блок Create Clone, или в переводе «создать клон», создавал клон самого себя. Впоследствии он был заменен на чуть более функциональный блок, который мог также создавать клоны других спрайтов. Далее у нас идет целых 6 одинаковых блоков Sense Color, или в переводе Яндекс.Переводчика «Почему-то чувство света». Ну, мне кажется, если честно, этот перевод не очень правильный, но я не эксперт. Эти блоки, как гласит Scratch Wiki, были доступны только для сцены и отображали ее во всех оттенках серого, кроме указанных цветов. Непонятно, что это значило, но ощущение, что это как в нынешнем скретче блок эффекта, но только для сцены. От странной функции эффекта для фона мы плавненько переходим к странной функции эффекта для спрайта. А именно установить текст или сет-текст. Она как бы превращала спрайт в какой-то текст. Ну а так как это вообще было непонятно зачем нужно, и можно было просто создать спрайт с костюмом текста, эту функцию удалили. Но мы далеко от нее не отходим.
потому что с ней связан еще один интересный блок. А вот и эффект для спрайта под названием «Установить шрифт цвет». По сути, он просто устанавливал шрифт и цвет для нашего текста, и все. А вот мы и переходим к более-менее привычному блоку для нас. Это say hello for 2 seconds. Ну или говорить привет в течение нескольких секунд. Ну, естественно, это все можно подредактировать. Но нас тут интересует только то, что в отличие от современной версии, тут можно было выбрать форму облачка. Да, say и think, и различные еще варианты могли тут выбираться и изменять форму нашего облака. Вот еще то же самое, но без указания секунд. Stamp transparent, или в переводе штамп прозрачный. Это был блок пера, который просто устанавливал штамп, но с каким-то эффектом прозрачности. Мы снова возвращаемся к знакомым нам блокам, а именно остановить скрипт и остановить все. Один останавливал конкретный скрипт, а другой проект. Впоследствии были удалены и объединены в один блок. И о да, наконец-то! Последний блок в нашем списке — это повторять всегда если, или forever if. Это скрещивание блока повторять всегда и блока если то остановить скрипт. Вот. По сути, он повторял всегда какое-то действие, если, допустим, какая-то переменная не равнялась единице. Ну, какое-то действие не было выполнено. Вот. Ну что же, переходим к подведению итогов. Каких итогов? Ну ладно, короче, к заключению. Ну что же, вот такое видео у нас получилось. Вот, я снимал его очень долго из-за проблем с микрофоном. Как вы видите, уже успела поменяться тема скретча. Можете посмотреть в начале видео, какой она была раньше. Ну, а с вами был Алексей от Scratchawar. Всем пока. Я пойду монтировать этот ролик, потому что он получился уж очень долгий. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и второй раз всем пока.